Ребяшки, нихао, как говорится, приветствуем вас в Китае. Находимся в часе 20 минут езды от Шэньчжэня. И если кто забыл, что такое Шэньчжэнь, вот вам несколько интересных фактов. Город Шэньчжэнь основан в 1979 году. И вот что там было до, и вот что появилось после. По переписи 2000 года население Шэньчжэня уже 7 миллионов человек, 2010 год 10,5 миллионов человек, а в 2020 году население Шэньчжэня уже составляло 17,5 миллионов человек. Это один из самых быстро растущих городов в мире. Естественно, много кто хочет переехать в Шэньчжэнь и работать там. Но стоимость квадратного метра жилья в Шэньчжэне в среднем составляет $7000. Естественно, для многих это, скажем так, неподъемные деньги, и многие ищут другие варианты. Например, вот этот вот район, называется Silver Beach. Кстати, находится рядом с морем, а стоимость квадратного метра здесь $700. И это один из самых популярных районов среди русскоязычного населения. Пошел дождь. Красота, влажность Китая – это наше все. Сегодня у нас будет небольшая экскурсия по китайским квартирам. Как происходит процесс покупки китайского жилья, какие нюансы, обо всем расскажем и покажем. Максим, обзор, экскурсия, поехали! Максим, здорово, привет, рад тебя видеть. Да. Что это вообще такое происходит? По прогнозу не было дождя. 20 минут назад было вот тихо все и комфортно. Сейчас вдруг раз, тут ливень опять. Это всегда так у нас. Влажно, жарко. Именно летом, в теплую погоду, ливень, дожди, и могут они бесконечно идти. Люди вот, где-то мы видели, пытаются сушить одежду на балконе. Да, да. Я тут недавно рубашку типа постирал. Утром она была еще более влажная, чем накануне. Это вообще как люди сушат одежду вообще? Сушилки какие-то или что? Нет, на балконе. Ну так она же вот на балконе, я говорю, повесила, она у меня утром ровно такая же сырая была. Ровно, вот даже еще более сырая. А куда мы сейчас? Ты куда? К риэлтору. По порядку, ребятки. Да. Максим, многим из вас уже знаком. Машина стоит 80 тысяч юаней, плюс если в Китае покупать, и бывают всякие скидки от магазина, поэтому если ты увидел такой замок, ничего страшного, можно простить его. Живу в Китае 18 лет. 18 лет. Да. Жена китаянка, дочка китаянка. Работаю в сфере услуг, поиск поставщиков, инспекция товара, логистика. Плюс сейчас уже 3 года записываю YouTube-канал «Дождь». Слышь, как может так дождь идти? Вот так вот. Да, у Максима есть свой YouTube-канал, и если вам нужно что-то в Китае, от переводчика до инспекции. Любая услуга по Китаю. Да, ссылочка внизу. Даже квартира. Мы приехали сейчас к риэлтору. Будучи человеком с паспортом Казахстана или Узбекистана, или там российским паспортом, можно ли купить квартиру в Китае? Смотря где. Если в больших городах, как, допустим, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, все можно, но есть условия. Нужно обязательно прожить в Китае больше года с рабочей визой, и плюс еще больше года ты должен оплачивать налог. Где-то числиться нужно официально? Конечно. Что конечно, ты типа работаешь? Конечно, конечно. А также можно как-то типа там устроиться дворником якобы, числиться в какой-то конторе? Есть все-таки такие люди, которые находят такие варианты, но, конечно, это незаконно. И можно встрять? Это, если стрянешь прям очень сильно. Никому не советую рисковать. Если человек зарегистрирует, допустим, ты регистрируешь китайскую компанию на себя, и ты можешь официально я могу это сделать? Да. По рабочей визе? Конечно, и при этом ты, получается, официально работаешь здесь в Китае. И оплачиваешь налог, да. И через год ты можешь уже заниматься вопросом квартиры. Официальная покупка. Это в больших городах. Да. А вот именно сейчас, если говорить про этот район, в котором мы сейчас находимся. Silver Beach, да. Silver Beach, да. Тут даже если иностранец даже не был в Китае, он может купить эту здесь квартиру. В смысле? Вот так вот. Так а что тут час до Шэньчжэня, какая разница? И тут тоже нормально, в принципе. Вот. Нихао. Нихао. Сейчас мы посмотрим одну квартиру маленькую, студия. Потом посмотрим квартиру в аренду и виллу. С чего мы начали разговор? С того, что здесь можно просто купить. Мы сегодня здесь можем квартиру купить? Вот я прямо сейчас скажу. Конечно. Вот прям сегодня? Конечно. Долларами? Долларами нет, здесь доллары не принимают. Юани, да. Оформление, едем в специальное место. Я так покупал здесь квартиру. На наш паспорт, что ли, там на российский? Да. Но не впишут на английском языке твое имя, фамилия. Поэтому нужно обязательно еще получить твое китайское имя. Как это, типа у нотариуса какого-то? Да, обязательно. Да? И тогда это уже твоя квартира. А сколько всю процедуру все занимают? Если ты уже подготовлен, то, конечно, это очень быстро все происходит. И еще раз, вот правильно ли понимаю, мы приехали, у нас в юанях сейчас лежит, кстати, по кэшам нормально платить? Да, можно, да, без проблем. Серьезно? Да. Сейчас времени, час дня, завтра к часу дня мы можем тут уже в своей хате жить. Конечно. Прикольно.
Омасенкам без шума. А, мы, оказывается, сначала виллу едем смотреть. И прям честь отдают. Что если? Капает, капает в окно, говори быстрее, капает в окно. Охранник честь отдает. Да, Ты тут видел? все отдают честь. Офигеть. И у меня тоже, когда я заезжаю. Да, красота! Сегодня не повезло с погодой. Отличная погода, это самое интересное. Что там, озеро прям, да? Скользко, осторожно. Итак, Максим, начнем с того, что пахнет Китаем здесь. Может, это из-за мебели. Может Ну и плюс вот эта сырость, которая здесь настаивается. Да, И сырость. из-за того, что здесь никто не живет, получается вот этот запах. Какого это года здание? 2010. Для китайца это дизайны, эти цвета, это типичное все? Это Типичное самое, да? Да. Но это, конечно, это не китайский дизайн, но у многих вот именно такая мебель. Еще у них есть такая мебель, она прям полностью деревянная. But it's not very comfortable, it's... Very comfortable. You sit down. You sit down. Хотя неплохо, садись. Мы были на выставке мебели. Там как-то все сильно по-другому было. Там было европейское все, но в наших привычных форматах материалы, цвета. А это, ну, что-то какой-то вообще царский Китай какой-то. В общем, вилла 210 квадратных метров. Так, А цена ее 2 миллиона 300 тысяч юаней. давай посмотрим, что Да. есть. То есть тут кто-то раньше жил, она сейчас продается. Да, все верно. Туалет. Ёшки, смотри-ка, казематы какие. О, так тут нифига, тут сколько места. Свой гараж. Гараж. А чем в гараж сразу не заехали? Ну, маленькая кладовка. Ага. Вот, Вот это типичный китайский это, стол. это китайский С стол. этой Да. крутилочкой для еды. Да, все верно. А газ или электричество? Газ. Ну здесь-то газ-то вообще в принципе. А вообще все электроплитой пользуются. Больше электричества? Это первый этаж, да? А, нет, это первый этаж. Это минус первый этаж. Это типа дворик такой, посидеть. Ну, какое-то вот это ощущение такое влажности прям постоянное. Его можно как-то убрать? Если только кондиционер не отключать. И это вот кондей такой. Да. И блок на улице висит, да, еще? Да. У меня в зале точно такой же. То есть они постоянно должны работать. У меня постоянно. И за электричество мы оплачиваем 500 юань в месяц. Только из-за того, что это кондиционер. Ну вот можно посмотреть соседний вилл. И как выглядит. Один дом, и в одном доме вот как бы две виллы. О, матрас американский. Туалет, душ. Это что такое? Это типичная ванная? А у них ванны в Китае не бывает. А это У что них у такое? всех душ. Я это сейчас тоже В первый раз. смысле ванны в Китае не бывает? Не бывает. Никто себе ванну не ставит. Это не популярный бизнес, поэтому не советую им заниматься. А детей как купают? В Ванночки? маленьких тазиках. А шашлыки можно на балконе делать? Можно. Серьезно? Да. Не, прям костер полить Можно. в мангале. Ну вот отсюда можно посмотреть, как выглядит вообще снаружи она. То есть мы сейчас смотрим фактически вот это. Да, вот, точно вот такой же дом. Да. Ну, какая-то совсем маленькая комнатка. Свой балкончик еще, такой приятный. Ну видишь, тут тоже душ. Тут наворотили. Еще выше можно. Потолку прям прикручено. О, перекрытие какие прям. Не Да. гипсокартон никакой. Не, стены хорошие. Ну, это не деревянные. Не деревянные, да. Бетон. Это бетон. Китайцы вообще хорошо строят? В Китае безопасность на первом месте. Даже когда во время стройки строится какой-то дом, везде их слоганы, названия там, этого Safety предложения, first. что Да. безопасность на первом месте. Поэтому, конечно, за качество домов можно прям, ну, В том числе вот таких не частных. переживать. Конечно, конечно. А это мы сейчас на уровне гаражей, да? Да. Вот мы были в гараже, Да. это вот оно и есть. Где-то здесь этот гараж был, который... А, вот. Смотри, как тусоваться тут можно. Я только не понимаю, что они тут не могли сделать, так что вода не текла. А везде вот эти въезды с Да. воротами? Да. По все ЖК? Да. Для чего? Тут же, ты говоришь, безопасно. В Китае очень мало таких ЖК, Да. где есть такой проходной двор. Вот я был в Москве 3 месяца назад. Я когда гулял по ней, я проходил через все дворы. Я себя чувствовал, как будто я зашел на чью-то территорию. Но после Китая. После Китая. Понятно. То есть во двор вот каждого дома... И вот ему, Шлагбаум да, стоит. и ему еще нужно сказать, кому и зачем. Ох, тут дождя нет, это хорошо. Это какого года дом? Вот смотри, как из-за вот Это этой из-за- сырости, из-за всей вот этой влажности. Да. А это везде в Китае так? Ну вот на юге, имею в да. виду. На юге везде? Ну заметь, здесь получше. Ну тут вообще как бы, да, прилично все. Ты сразу стратегическое место занимаешь. А я стою и думаю, Автоматически как хорошо, я же расслабился.
Что тут так накурено? Это вот он, только что вышел. В лифте курил? Да. А он не офигел? Он офигел. Китайцам, смотрю, пофигу вообще, да? Воняет, да? Что поделаешь? А что такие потолки невысокие? Прям скребешь почти, вон идешь. Да, 7-й этаж. Так. Квартира маленькая. Сколько метров? 50 квадратных метров. Тут какие-то чемпионы жили. Это что, все, пришли что ли уже? Да, вот Это пришли. студия? Это студия, да. Туалет и опять же душ. А где плита? Плита — это электроплита, которую сам покупаешь, вон туда ставишь ее. А так и куда тут вырезать-то некуда? Ну, как у нас стоит, знаешь, вырезано. Тут вырезается, и там духовка, тут плита. Такого Сюда нет. наста- Но здесь нет. А у тебя такой есть дома? У меня дома сейчас пойдем посмотрим. Ванная? Ну как ванная? Душ. Душ. Да, душ, туалет. И, А если я ванную хочу поставить сам? если ты сюда поставишь, то окей. А, вот мы сейчас находимся в таком же доме. Вот в таком же доме, и вот смотри, у тебя свой двор. Это бассейн. А, это У басик? тебя свой бассейн, причем бесплатный. Круто. И вот сосед. Это Сетку сосед, повесил. Да, ты... От птиц? От птиц. Да. Это у нас очень часто здесь проходят тайфуны, большие ветра. Во. Вот, и Вот, многие, тоже прикольчик, имейте в виду. многие развешивают свою одежду на балконе из-за того, что ветра и чтобы это все не Чтобы не вылетало. сдуло Да. одежду. Здесь что ты можешь сделать по закону? Вот, допустим, у нас был балкон, и мы от него отказались, и просто продлили. И здесь добавили снаружи окна, и у нас Застеклили зал, лоджию. да, зал стал длиннее. Сколько денег? 24 тысячи долларов. То есть мы завтра можем заехать в эту Да, хату. Да. А Икея тут есть? Икея есть. Икея, обои тут какие-то... В Китае не принято обои. Обои не клетки-то? Я своей жене предложил, я сказал, что есть такой формат обои. Обои. Она такая, ну это же плохо. Я говорю, в смысле плохо? Ну плюс еще видишь из-за того, что сырость. А, ну отвалится, наверное, все. Конечно. 2,7 миллиона за квартиру в часе от Шэньчжэня. И это твоя собственность. Опять же, твоя собственность. Почему я так это повторяю? Ты когда покупаешь эту квартиру, по документам, эта квартира твоя на 70 лет. И что потом? Некоторые квартиры бывают и на 50 лет. Так. Многие тоже говорят, если я покупаю здесь квартиру, то это не моя, это квартира государства, и через 50 или 70 лет ее забирают. Но на самом деле это неправда. Потому что если 70 лет проходит, почему говорю если, потому что не факт, что многие проживут, и не факт, что этот дом будет стоять столько много времени. Ты просто доплачиваешь какой-то там маленький налог от 5-15% от стоимости жилья, да, Так. и продлевается твои Еще? там новые 70 или 50 лет. И жить при этом здесь кто угодно может. Конечно. Там семья. Конечно. А я могу сразу десяточку накинуть вот это вот и сразу продлить именно на 140 вперед? Нет, сразу нельзя, да. Эта система с 50-70 лет завязана в том числе на то, что дом, скорее всего, через Сносят. А если сносят твою собственность, Да. они тебе обязаны плюс 50% от стоимости квартиры, или, допустим, тебе дают новую квартиру в новом доме, или, возможно, на том месте, где сносят твою квартиру. Но в основном выбирают новую квартиру, потому что она выходит в 2 или в 3 раза дороже той старой, в которой они жили. В Шэньчжэне сколько такая квартира стоит, как ты думаешь? Вот такая? Вот такая вот, да. В точно таком же доме, Да. если в центре города, или даже не в центре. Ну не очень в центре. Да, окей. не очень, да. 1 квадратный метр, наверное, будет стоить 12-13 тысяч долларов. 600 тысяч. 750 тысяч долларов. В Шэньчжэне. В Шэньчжэне. Офигеть разница. И час езды, и ты можешь кататься. Да. Я здесь живу. Жесть. А тут русский магазин, ты говоришь, есть. Есть. Заедем сейчас по пути. Давай. О, ну хорошо. А коммуналка сколько стоит? Ну, это маленькая квартира, Ну да. наверное, 10-15 долларов в месяц. Мы платим где-то, грубо говоря, 30. А у нас... 30 долларов. Да. 3000 Я в долларах говорю. Что-то вообще как очень дешево. А у вас еще, кстати, есть налог 40. на квартиру. Очень часто меня задавали, сколько стоит налог на квартиру. Я не знал, как ответить на этот вопрос, потому что для меня это Что это? непонятно, Да. в смысле налог на квартиру. Потом я еще узнал, что, оказывается, у вас есть еще налог на машину. Да, и налог. У нас этого тоже нет. Вот ты купил все это твое, оплачивай коммунальный. Ну, и за на свет, 70 лет это воду. твое. Ну, На 70. через 70 лет ты можешь продлить. Кстати, очень тоже интересно, 70 лет. 70 лет начало когда? Не тогда, когда ты купил эту квартиру. Так. А когда когда дом построили? Построен, Когда да. дом построили? Получается, этот дом сейчас построен, допустим, 2010 год, Да, уже 60 уже осталось. прошло, да, 13 лет. Поехали. Honda, Cooper. А что-то китайских машин тут не видно. Япония, Германия, Honda и вот еще. Ну это Buick. И вот GAC.
Максим только что сказал про аренду. Сколько стоит аренда такой квартиры в месяц, если мы не хотим покупать все-таки? 80-100 долларов в месяц. 100 баксов в месяц аренда квартиры в части от Шэньчжэня? Да. Но опять же, это не ситуация по всему Китаю, правильно? Конечно. В Пекине, в Шанхае за 100 баксов квартиру в реальности? Нет, А, нет, вот даже видишь, в Пригороде. вот. А если к тебе обратиться, ты можешь там людям в Пекине позвонить, там по агентству спросить, что к чему, какие? Конечно, Да? конечно. Вот, ребятушки, видите, виду. Это наши таксисты. Садишься, 10 юаней, они тебя На доводят. гольф-карах? Да. По району гоняют? А вот на этих автобусах можно доехать до Шэньчжэна за 45 юаней, Ага. 2 часа и ты в Шэньчжэне. Ну, какие-то уже другие форматы, да? Другой дом. Какие-то уже бэхи тут дорогие стоят. Машины какие-то спортивные в чехлах. Он же в этом еще. Под ремонт. Да. Это новый дом, что ли? 这个房子已经有多少年了？ 5年左右。 Этому дому примерно 5 лет. Это, наверное, грузовой. Нет, это не квартира открыта. А что это? Да. А, предбанничек. А и здесь тоже открыто. Клево. Ребятушки, запомнили адрес? Если переночевать бесплатно, это вот Вы сюда. пока заходите. Вот, другое дело. Цементом пахнет. Пахнет новой квартирой. Это кухня такая. Кухня. Где, блин, плита-то? Я не понимаю. Все говорят, почему в Китае такие маленькие кухни. У вас принято кушать на кухне. Ну нет, такого уже, такое есть, но такого все меньше. Люди как бы тут там готовят, а тут в зале стол. Да, в Совмещенно. Китае всегда так. Все едят в зале. О, смотри. Соседям можно заглядывать в окно, вон там у кого-то кровать заправлена. Во, нам вот туда нужно. Вот там нам нужно хату прикупить, Знаешь, смотри. это плохие квартиры. Почему? Потому что очень сильно нагревается Крыша? крыша, да, и в этой квартире прям очень жарко. А, Там есть даже, нюансы. Там даже кондиционер не поможет. Мы находимся сейчас в типичном китайском спальном районе, правильно я понимаю? Да. А есть низкоэтажное строительство в Китае? 5 этажей, 6, небольшие ЖК. Если они есть, то они не дешевые. Это Потому понятно. что земля Людей там дорогая, много. да, и людей много. Любят они вон тоже на балконе, да? Склад устроить. Комната раз, комната два, 3 комнаты, но они маленькие. Какие-то совсем они дрещевые. Что тут можно делать? Стоять только. О, ты смотри, какой душ. Потолки невысокие какие-то. Вау. Окно в душе. Еще комната. Что-то совсем маленькие комнаты. Сколько метров здесь? 97. Какие 97? Просто 7. Это типа считается большая квартира. Да, 3 комнаты и 1 зал. Ну и зал небольшой, если честно. Ну и здесь сколько Тут метров? диван поставил и все, и место. 60 в лучшем случае метров. А по документам 90 проходит. То есть где они взяли еще 30? В стенках. Тут и пускай их себе оставят. Как ты думаешь, сколько стоит эта квартира? Давай, порадуй. 50. 50 тысяч долларов? А сдается квартира в бетоне или вот с ремонтом? Сдается с ремонтом. Вот с таким вот Да, почти. и есть еще здесь соседние дома, там Да. новые дома, и они уже сдаются с ремонтом, и если ты хочешь, ты прям сможешь с мебелью купить. Это 5 лет стоит. Здесь люди жили, видимо. Видимо, не жили. Тут вроде как все. Никто не жил. Ты застройщик вот так вот сдал. А подожди, когда она строилась, она вообще сколько стоила? Еще дешевле нет, получается. нет, дороже. Квартиры уже упали в цене до такой степени, Офигеть. что уже им некуда дальше падать. Поэтому Да. есть такая вероятность, что скоро здесь начнут расти Цены расти. да. Надо брать. Шэньчжэнь расширяется. Метро протягивается. Экономика растет, и самое главное, здесь самое ближайшее наше туристическое место, особенно с морем, от Да. Шэньчжэна. А это значит будущее тоже к Шэньчжэну. И мы можем сегодня здесь купить Да. и ждать сидеть. Когда Да, это... через лет 10. Так, куда мы еще поедем? Давай в магазин зайдем, русский посмотрим. Давай. Ого, прямо надо. Ого, она тяжелая. Да, это главное. Офигеть. Да блин, это новая квартира. Ну, эту дверь не надо менять. Обычно, знаешь, такие фанерные ставят, какие-то пальцем проткнуть можно. Промялась реально. Тоша, Тоша? 19栋1单元2808。 не шойся. 19栋1单元2808。 Че? Сейчас они поругаются. 就没有看房。不是看房，不是看房。 20号楼，你是业主吗？你看不见吗？你看一下。啊，你看一下，你如果是看我房的，租个你需要这个去就是没有看房。说你是中介的。О, Опа! спасибо. Опа! Как у нас, теплицы. Смотри, какая большая. Огромная парковка. Причем это двухъярусная. А, Лися? Что так скрипит окно в Тесле? Ну, блин, это Тесла. Это Тесла, так вот именно, что это Тесла.
Что-то дверь-то какая-то тут. Если вот дверь разболтается, куда звонить, куда писать? Ух, нифига, сломали, видимо, дверь. Есть какая-то управляющая компания там какой-то? Конечно, они смотрят. Ну это коммуналка, типа свет, Коммуналка. газ, вода. Нет, вот свет, чтобы- газ, чтобы вода, кто-то это, несёт. это вот как раз коммунально. А вы про что вы говорили? А чтобы вот лифты чисто было, уборка там всякая. Это не Сверху. коммунальное, что ли? Вот охрана стоит. Сколько стоит? Я не охрана? знаю, сколько, но мы... Чтобы честь тебе отдавали. Мы общую цену отдаем, мы $30 примерно, грубо. 30 баксов вообще за все. За месяц, да. За охрану, за обслуживание Вообще дома, за бассейн вот этот Убирается, встроенный, да. да. Свет, что-то дешево. Так, это арендная квартира. 1500 юаней. Да, ну тут Попахивает попахивает, да. Ну вот о чем и речь. Сдал ты свою хату, а тебе за 5 лет из нее сделали вот такое. Вы что? Мы уберем, когда будем уезжать, мы это все уберем. Как Вы дом- что? Вы Как что? мы заехали сюда, Вы так что это и такое будет. творится? Вы что? Вон у Коцеля есть холодильник, тут что-то мы сделали. Поэтому, если ищешь квартиру... Ёж, простите, период. Видок, смотри какой. Это лучший вид, который мы видели. Ага, жирная. Только вот эта вот сетка дурацкая. Вот так. Поэтому, если ищешь квартиру, то, конечно, лучше без мебели. погоди, за 1500 юаней мы получаем квартиру вот с таким видом на 29 этаже. Да. А там купаться можно, что ли? Можно. А это что, стиралка? Да. Все стиралки, они стоят на балконе. Ну вот и как бы вот это все Да. стоит здесь. И при такой И влажности здесь и сразу- стиралка электронная. И здесь сразу сушишь. Вот тут вот. Смотри, там тоже вид неплохой. Смотришь, как кто-то трусы вот свои сушит. Ну вот скажи, пожалуйста, размер комнаты — это типичная китайская история? Еле вот мы сейчас помещаемся, кровать обходим. Ну смотри, вон, проход вот. Вот кое-как ноги проходят. Плюс-минус то же самое везде. То есть везде вот так. Нет, опять Нет, же, да, у опять тебя, же, есть, если наверное, есть да. деньги, то, конечно, ты можешь себе квартиру и получше. И 300 метров, и 500. Но вот массовый рынок, вот эти все дома, Плюс-минус то же самое. примерно вот Да. типичная китайская. Да. Духота вот это постоянно. Даже сейчас как бы не сильно и жарко, да. Поэтому всегда надо кондиционер включать. О, смотри, коробка с пультами. Это от всех кондиционеров. И сколько? Да, допустим, видишь, вот здесь готовят, и здесь Да, кушают. сидят. Да. Сдавать за копейки тут, конечно. А потом получить вот такую вот фигню и ходи это все заделываю, потом вся стена в дырах вон каких-то, посмотри, вон. Вы что вообще делали? Но зато 1500. Дорого. И это еще дорого. Может дешевле, намного и лучше. Да, покажешь нам свою опрятную квартиру? Вот. И в русский магазин заедем, да? Да. Давайте, пойдем. Почему тут так колбасой воняет? Какой-то дешевый самый. Вот супермаркет наш местный. Ага. Вон Арбат, видишь, написано? Арбат? А вам не сыро стоять? А что это у вас, пивасик? Да. Это пиво так продают? Прикольно. Нет, молодой человек, это сок. Сок, компот. А мы вот пошли. Это нормально. Заходите, вы кайфанете. Еда очень вкусная. Да? Ладно, спасибо. Уа! Так, Я- озеро, я то- осторожно. Михаил. Откуда тут столько всего добра нашего? Сгущенка вареная. И вот кондей этот дует. Он постоянно вот так дует? Да. На 18,5. Коровка печенье, 24 юаня. Вот гречка. Вот это в хорошо. Китае ее не продают. 32 юаня. Стоит гречка. 800 грамм. От Максима, да. Я взял майонез и дошек, блин, но я вспомнил свое детство. А ты говоришь, что еще ресторан есть? Соседний. Соседний? Да, глянем, да. Так, здрасте. Сырники 58 юаней. Драники. Борщ 48. Ну и прям как наша Не еда. дешево. Не дешево. 500 с чем-то рублей. Спасибо. Что, пойдем? Ну да. Поехали лучше на твой мопед посмотрим. На 1000 юаней. Сколько места твои стоят? $3000 одно место. Я 6 отдал за 2. Типа 40 лет. За 40 лет. Ну и вот у меня моя зарядка. Прям здесь. Это ты сделал сам? Да. Сколько стоило? От Теслы. Но сама зарядка стоила 8000 юань, с установкой где-то $2000. Мопеды где твои? Вот мой один мопед. А, вот так, первый. это Ну, не- это что-то у тебя совсем низко. Сюда дочка садится. То есть вы тут втроем на нем, что ли, катаетесь? Но мы втроем не ездим. У нас Ну, два можно. модели. Ну можно, да. Сколько стоило? 1800, кажется. Новый. Да.
1800 юаней, электрические. $300. Блин, ну туда у вас потолки. Осторожно. А это что такое? Что это за место? Это подъезд. То есть у кого-то окна в этот колодец выходят? И у нас тоже. Такой же все примерно, да? Третий уже мы дом смотрим, а какие-то те же орнаменты, интерьеры, плитка та же, те же лифты. Так, это что такое? Смотрите, у меня китайская семья. Китайская квартира. Да, китайская квартира, поэтому не судите строго. В Китае они любят понаставлять всякие там вещи на стол, на стуле. Во-вторых, у меня дочка маленькая. У нас... Не оправдывайся, зачем? Как бы это твоя квартира. Тут они просто берут что-то, я что-то беру здесь из китайских. Ну, не шкафы, а именно вот открытое хранение такое. Ну, так быстрее, типа. Слушай, вид классный, офигенный Да, вид, третий приятный. этаж. Вы тут делали ремонт. Здесь раньше был балкон, и Так. получается мы этот балкон убрали и вот добавили. Сколько стоила переделка балкона? Кажется, 15 тысяч юань, $2000. Плюс еще с окнами где-то там еще плюс $1000. Кондей у вас тут стоит. Да, Вот здесь чувствуется, кондей. что без него включенного душновато. Да, поэтому мы практически его не выключаем. И вот, кстати, вот от комаров. А вы вообще окна открываете? Это как-то помогает? Мы окна открываем, лучше не всегда их открывать, потому что ты сам понимаешь, в квартире становится очень влажно. Но ведь кондей, он свежий воздух не дает, он просто охлаждает. Поэтому Притока не дает. Да, но и ты открываешь окошко и еще включаешь кондиционер. Ты на ночь открываешь окно? А ночью иногда открываем, да. Ну, нестабильно. Вот вечером Нестабильно, открыли да, и спать легли. Да. Но у тебя тут что-то очень прибрано. Я смотрю, ты подготовился. Нет. В детской так не бывает. Так не бывает. Что за телек такой? Falcon. Да. Не Samsung, не LG, не Xiaomi, кстати. Это жена покупала. Это что за прибор? Это очиститель воздуха. Пылесосы всякие, швабры электрические. Мусорка умная, конечно. А мусор куда вы носите? Мусор есть специальные мусорные баки на улице или на втором этаже. И в 30 баксов все это включено. Конечно. Холодильник у вас солидный. Такой у тебя порядок. Да опять, вообще ты просто по вообще-то пакетикам это не все я, кладешь. это красиво. жена. Какая она у тебя молодец, посмотри. Все по пакетикам аккуратненько разложено. Пельмешечки, все. Смотри, все на зип-пакетах. Обязательно. Передай респект. Хорошо. И- Очень клево. Майонез от Максима. И окно даже есть. Это дополнительная была А, тоже. вот так. Ага. Помнишь, как мы смотрели? Да, Дополнительный вот я маленький как раз. балкончик, и здесь вот получается стиральная машинка и сушилка. Сейчас точно, как и мне писали раньше на YouTube-канале под моим Да. видео, что как можно сушить белье на Ре- кухне. Сразу отвечая на этот, сразу отвечая на Непростой вопрос, да. непростой вопрос. Мы не готовим тогда, когда висит белье. И во-вторых, у нас есть вытяжка. Подожди, что ты сейчас сделал такое? Сенсорная, да. Мы полностью купили, получается, былую квартиру и полностью все поменяли. Да кого же ты врезал? Она же не лежит. Это мы на на ней. заказ сделали. Это газ. А там я про который я тебе говорил, это электрические. Ты просто их покупаешь и ставишь на стол. Микроволновка. Да. Ну, интересно просто, какой техникой пользуетесь. Стиралка. Можно глянуть? Да. Это посудомойка? Да, посудомойка. А у нас обычно встроена, у тебя отдельно стоящая. Да. Ну, мы тоже хотели сделать, но... Место же занимает. Места смотри, немного, сколько. да. Это что такое? Это сушилка. Ну, на самом деле здесь тоже есть, но дополнительно. LG, кстати. А вот это вот что? Это специальный бойлер, который нагревает воду. Ну, вот горячую воду включаешь. А горячая вода в принципе есть в системе? Нет, вот, и она нагревается. То есть в каждой квартире Да. через вот такую систему Да. идет нагрев воды? Да. Тут же маленький бак, тут литров сколько? 10? Ну, 15? быстро, он быстро, ты вот включил, уже горячая вода. То есть это проточный нагреватель? Сразу же, да. Он какой-то не накопитель? Да, это не накопитель. Чистая вода, фильтр? Да, фильтр. Да. А это слив посудомойки? С посудомойки. Это вот офигенная вещь. Это дочка с нами. Чтобы спит. не каталась, да. Да. Вот шкаф большой. Это Икея. Это в тоже Икее вот есть такие ручки золотистые. Это Икея. Я такого не видел. Смотрите, туалет, он маленький, плюс душ. Так, где шторка? Во. Тоже комментарий мне был. Где типа, стенки? Максим, а как вы здесь моетесь, и это все попадает на туалет? Поэтому мы всегда за собой убираемся после того, как помылись. Тут, ну, чистота. Блин, ну это же неудобно. Ну, блин, Слушай, чё, как? приходится. Ну вот ты вешаешь вот такую дугу сюда и ставишь бортик здесь, моешься, вода не выливается сюда. Более того, ты даже шторку можно на липучках сделать дугой вот сюда, раз и два. И бортик вот здесь вот поставь, и никаких тебе швабры уже больше не нужны будут. Спасибо за меня. Докачай, это же Я элементарно. сегодня жене передам. А вот это что за кнопка? А, это меняешь режим. А, ага. А, И вытягивается сейчас.
Фен Panasonic. Детская. Что-то у него многовато игрушек для 4 лет. мне Очень кажется, много, нет? да. Я знаю, что точно, опять же, найдется какой-то человек, которому не понравится что-то, что Пока типа, это склад. Пока это склад. Когда она сюда переедет, конечно, мы что-то подумаем, чтобы добавить какие-то дополнительные полки, и, возможно, это будет двухъярусное. Главное, что у тебя есть, это икеевская акула. Это, как это, сяуду по-китайски. Нано-спрей машин. Ну, в общем, это все моей жены, пожалуйста. Чего ты Вот мое, я все они покупал. И все. Стиль Вот. минимал. Все. А это что такое? Это жена, Смотри, как тут все классно организовано. да, это ее хобби, В она, каждом ящичке все. да, она это все берет и потом собирает, получается, какие-то Бусинки. бусы, да. Давай самое интересное, сколько квартира стоит? Квартиру хозяин поставил в объявление за 680 тысяч юань. Состояние каком было? Хорошем? Квартира? Да. Хорошая. Мы сказали, давайте дешевле, они скинули, в общем, 580. Сотку скинули? Да, сотку. Нифига себе тут Потому что торг у это вас. было во время пандемии. Но я еще с хозяином не общался. Общался Так. риэлтор. Потом я такой говорю, ну хорошо, как бы цена нормальная, но все равно надо здесь сделать ремонт. Он говорит, давайте мы сведем вас с хозяином, вы сами с ним пообщаетесь. Я говорю, хорошо. Так. И я подумал, дай-ка скажу ему 480 тысяч. Если продаст, то ладно, куплю. И такой, 480 тысяч. И он такой, даже не думая, окей. Офигенно. Я думаю, блин, Вот ты красиво че выставил. я не сказал Красиво. 380? Да, и вот за блин. 480 тысяч. Почти в 2 раза дешевле. Да, Ну, почти. мы купили эту квартиру и ремонт 200 тысяч. Кстати, те, которые скинули. Если ты покупаешь квартиру на этапе котлована, дешевле в Китае? Не намного. Во многих странах, Дубае, Турция, там вроде бы пока еще дом не построен, он там дешевле. Ну потому что, наверное, в Китае понимают, что когда они построят, Да. они продадут все равно дороже, чем сейчас они будут предлагать. То есть у них уже деньги на строительство есть, они уже все знают. В Китае Если дом, деньги есть. если дом начали строить, его, скорее всего, достроят, он будет Конечно, не как у конечно. нас там. Давайте сейчас денег соберем на дом, Кстати, я квартиру, слышал. и на эти деньги будем строить. Я слышал, в Казахстане даже такой случай был. Вроде бы дом собирали строить, продали уже Такого все очень квартиры, много. Такого и дофига. пропал человек. Ну и можно заранее, конечно, купить, но не сказать, что прям на очень дешево. Ну ты доволен? Есть дом свой, почему нет? Тут прям очень сильно максимально расслабляешься. Конкретно здесь? В этом районе. Здесь тихо, здесь мало народу, здесь твой дом, здесь море. Тут иногда я выхожу, загораю, вот немного загорел уже. Да. Потому что у меня пляж прямо здесь, пешком 3 минуты. Спасибо тебе большое. Да, тебе вам спасибо. Да, будьте вежливы в комментариях. Много нюансов. О чем-то мы не рассказали, о чем-то вы, пожалуйста, напишите в комментариях. Максим зайдет, может быть, ответит. У Максима есть свой канал, ссылка внизу. Ждем ваши Спасибо. комментарии. Увидимся. Пока. Пока.